сердце тропического леса Эквадора, где воздух был насыщен ароматами влажной земли и экзотических растений, среди листвы и пения экзотических птиц, 4 участников шведской команды собрались на привал. Их ждал долгий путь, полный приключений и жажды борьбы за выживание. Они отдохнули, посидев под тенью огромных пальм, когда к ним, неожиданно и с некоторой настороженностью, подошла бездомная собака. У нее были скукоженные ребра, лохматая шкура и неуверенный взгляд, полный голода и опасений. Ребята посмотрели друг на друга, и в их глазах промелькнула настоятельная необходимость помочь этому несчастному существу. Они без колебаний угостили исхудавшее животное мясной фрикаделькой, и именно это случайное решение повлияло на их дальнейшую судьбу. После того, как они накормили животное, собака, похоже, ощутила надежду. Она не оставляла их в нежелании праздновать это событие и, как будто благодарная, стала следовать за ними при каждом их шаге. Ребята даже не подозревали, к чему это может привести, когда, вернувшись к своим делам, они продолжали свой путь вглубь леса. Вскоре они заметили, что их новый спутник не собирается отступать. Каждый шаг был для собаки настоящим испытанием. Она с трудом тащила свои ослабленные лапы, но, тем не менее, держалась с невероятной упорностью, не желая оставаться одной. Это вызвало у ребят умиление, и они решили назвать ее Артур. Имя звучало словно дань уважения этой смелой собаке, которая искала семью и защиту в большом мире. Предстояло пройти еще много километров по непроходимым джунглям, где бушевали буйный растительный мир и экзотические существа, которые иногда напоминали о себе странными звуками. Деревья обвили лианы, вплетая их в запутанные узоры, а земля была сырой и скользкой, порой становясь настоящим испытанием как для людей, так и для собаки. Каждый поворот обходил впереди жестокие исполины тропической флоры. Артур продолжал следовать за ними, не отступая ни на шаг. Его постоянство вдохновляло парней. Несмотря на свой вид и усталость, он был их самым преданным спутником. Несколько раз участникам приходилось выручать Артура, когда он застревал в грязи или падал в скользкие ловушки. Они с осторожностью вытаскивали его, и в этих моментах нарастала их дружба. Каждый раз, когда они обнимали своего собаку-друга, ему становилось чуть-чуть легче, и его маленькое сердечко наполнялось теплом. Однако одной из трудностей на пути стал инцидент. Олаф, один из участников команды, начал терять силы из-за обезвоживания. В их жестком графике гонки ему стало сложно продолжать. Ребята тут же поняли, что это требует серьезного вмешательства. Они поспешили раздобыть воду и необходимые медикаменты, но путь был долгим и опасным. Олаф остался с Артуром, который инстинктивно улегся рядом и своим присутствием придавал уверенности. Он чувствовал, что нуждается в поддержке, и собака тоже, похоже, понимала это. Когда остальные участники отважились отправиться на поиски воды, оставив своих 2 друзей позади, на душе у них было тяжело. Олаф и Артур остались под густой тенью деревьев. Наблюдая за Олафом, Артур, казалось, чувствовал его беспокойство и тревогу. Олаф, слегка ослабленный, постарался успокоить его, проходя рукой по его шерсти. Колючая трава и шествие диких животных стали их единственными слушателями в этот момент. Скоро 2 другого участника, вернувшись с помощью, обнаружили, что Олаф вял и дремал. Но на его лице была искренняя улыбка, когда он увидел, что Артур остался рядом. Водяная бутылка и лекарства оказались весьма полезными. После щедрого стакана жидкости Олаф начал восстанавливаться. Собака, как будто бы присоединившись к роли хранителя, стал собираться вместе с командой, как только они начали путь к реке, конечной точке в их приключении. Река ожидала их с легкими волнами. Их ждали, и вот там им предстоит очередное сложное испытание. Однако, когда команда подошла к реке, возникла новая проблема. Гребля на каноэ оказалась необходимостью, но, к сожалению, никто из участников не знал, как осуществить это с Артуром. Решение о том, чтобы оставить его на берегу, так и не уловило.
С тяжелым сердцем парни начали обсуждать, как расстаться с преданным псом. Но у Артура были свои планы. Когда он почувствовал, что они покидают его, пес плавно зашел в воду. С каждым движением он, казалось, призывал своих новых друзей за собой. Парни смотрели, как Артур с упорством гребет в воде, и в этот момент их сердца трепетали. Как оставить его, если он с такой отвагой выступал за них? Не имея другого выбора, они поменяли свое решение и взяли его с собой в каноэ. Эта связь между ними становилась только крепче, когда они вместе преодолевали водные препятствия и дружно вперед двинулись к финишу, спокойно погружаясь в каждое мгновение их нового приключения. Наконец команда достигла финишной прямой, и торжественная атмосфера наполнила души участников. На церемонии награждения шведской команде объявили 12-е место в чемпионате, но это не было для них разочарованием. Линдорт, один из самых увлеченных членов, гордо посмотрел на своих друзей и на Артура, который был полон счастья и восторга от участия в этом приключении. Он вскоре запостил об этом моменте на своей странице в Facebook. «Я чуть не заплакал от счастья, когда получил разрешение от Шведского совета сельского хозяйства приютить его. Это стало не просто новостью, а настоящей вестью, разлетевшейся по всему интернету. С каждой публикацией их история становилась популярнее, а все готовы рассказать о приключениях по радио, телевидению и в прессе. Линдорт был не поддающимся в его радости. Вместо простого достижения он приобрел настоящую семью и друга. Он был окончательно убежден, что истинная ценность этой гонки заключалась не просто в соревновании, а в дружбе, поддержке и верности. Вот таким образом шведская команда приобрела нового члена, вне зависимости от результатов гонки. И этот момент стал основой их будущего. История об Артуре и о связи, возникшей на опустошенном пути, продолжала с углубленной глубиной и смыслом. Линдорт и его друзья понимали, что их дружба с Артуром станет настоящим примером для всех, кто искал вдохновение, и пример, как важно поддерживать друг друга на трудных путях. Они начинали проводить заметно больше времени вместе, порой даже устраивая пикники, где Артур всегда был в центре внимания. Он был не только их собакой, он стал олицетворением их приключения. Через несколько недель Артур стал неотъемлемой частью их жизни, не только в беговых дисциплинах, но и в повседневности. Каждый день стал занимать больше значимости. Когда Линдорт брал его с собой на прогулку в парк, он с удовольствием играл с другими собаками. У него появлялся неподдельный азарт к жизни. Он был полон энергии и радости, несмотря на прошлое. Это было видно в каждом его движении и взгляде, который говорил о счастье. Каждый раз, когда они собирались вместе, он с нетерпением ждал, когда начнется следующее приключение. Пока история шведской команды и их верного друга Артура продолжала покрывать газеты и онлайн-статьи, на горизонте появлялось новое свершение. Их дружба стала символом ценности, о которой забывают многие. Линдорт не мог поверить, как быстро они стали друзьями, и Артур, казалось, был чувствительным к дружбе, которая возникла между ними. Каждый раз, когда они отправлялись на прогулку, дружба только углублялась. Они вместе преодолевали препятствия и делали воспоминания. Чемпионат мира заканчивается, но для Линдорда и его друзей все только начинается. Разделяя радости и трудности, они понимали, что победы не всегда измеряются призами и дипломами, а настоящая победа – это тот свет, который они могут принести в жизнь не только себе, но и тем, кто был когда-то одинок и заброшен. Каждый момент, проведенный вместе, стал их историей, и они стали частью чего-то большего. Историей о дружбе и спасении, которая воспроизводила счастье. Завершив хорошо проведенные дни вместе, команда обнялась последним крепким объятием, когда Линдорт произнес: «Это настоящая победа. Не только в гонках, но и в нашей жизни». Каждый остался под впечатлением, понимание, что даже в самых неожиданных обстоятельствах, казалось бы,
Несчастная, как бездомная собака, может стать их верным другом и даром, о котором они никогда не забудут.